Привет друзьям и всем, кто смотрит мои видео. Сегодня буду запекать на углях шампиньоны. Вкусная, идеальная закуска к любому шашлыку. Маринад простейший, все очень быстро и просто готовится. Грибы с ароматом дымка. Такая закуска разлетится со стола на раз-два. Очень рекомендую приготовить именно так. Вот тут у меня 700 граммов грибов. Такие они небольшого размера. Поэтому удобнее всего их будет запекать на решетке. Если вы хотите запечь грибы на шампуре, тогда выбирайте грибы побольше, но главное, чтобы они были не раскрывшиеся еще. Тогда их легко будет нанизывать на шампур. Очищать их не надо, только срежу возле ножки грязь. Хорошо, вот я их промыла, они такие светлые, белые. Маринад буду готовить самый простой, без майонеза, конечно же. Для маринада 3 столовые ложки растительного масла, рафинированного, чтобы не было горечи. И теперь добавляю специи. Сегодня буду добавлять чайную ложку прованских трав. Вместо прованских трав можно добавить, например, чайную ложку хмели-сунели. Тоже будет очень вкусно. Еще один вариант, как подсказка, вместо ароматных трав можно добавлять или приправ, можно добавить паприку сладкую или же копченую паприку. Для остроты красный перец по желанию. Соль в маринад я не добавляю, добавляю 3 столовые ложки соевого соуса. Он сам по себе и так соленый, поэтому добавляю один только соевый соус. Если вы будете мариновать без соевого соуса, тогда добавляйте соль по вкусу. Мне осталось только полить этим маринадом грибы и оставить буквально на 15 минут. И можно уже сразу их запекать. Долго мариновать их не надо. Непосредственно перед тем, как разжигается огонь, вот маринуем грибочки. Сверху накрою пищевой пленкой и оставлю при комнатной температуре 15-30 минут максимум. Еще мы будем грибочком запекать колбаски. Сегодня у меня покупные. Дрова еще у нас разгораются. Угли для запекания шампиньонов не должны быть очень сильно горячие, поэтому сначала жарим колбаски или шашлык, потом уже в конце шампиньоны. Только угли побелели, сразу можно выставлять шампиньоны на решетку. Еще хотелось бы акцентировать ваше внимание, что если вы решите запекать вот такие маленькие грибы на шампуре, у вас ничего не получится, они раскалываются. Поэтому, вот видите, он раскололся. Поэтому только на решетке вот такого небольшого размера грибочки выпекать. Если выбираем грибочки побольше, тогда со стороны шляпки можно проткнуть шампуром их. Но все равно проблематично их нанизать, но можно. Поэтому, если нету решетки, тогда покупаем грибы большие, но главное, чтобы они были еще молодые и не раскрылись, не были темными внутри. Или приобретаем решетку. У меня получилось нанизать только 3 шампура. Все остальные грибы выкладываю на решетку. Как правило, грибы запекаем в конце готовки, когда уже шашлык или колбаски готовы. Во время жарки никуда не отходим, потому что они очень быстро готовятся, буквально 2, максимум 3 подхода с каждой стороны по 5 минут, и грибочки уже готовы. Быстро готовятся, быстро съедаются. А мне остается надеяться, что это видео пришлось вам по душе. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня очень важна ваша поддержка. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео.